Все дети на свете, будь то человеческие малыши, котята или щенки, обожают проказничать. В их маленьких головках постоянно рождаются планы по исследованию Вселенной, которая для них пока ограничивается пределами родного двора. Иногда это любопытство ведет к великим открытиям, например, где зарыта самая старая кость, а иногда к самым непредсказуемым и даже опасным ситуациям. Именно так и случилось однажды с маленьким щеночком по имени Бублик. Бублик был воплощением хаоса, завернутым в мягкую рыжеватую шерстку. Этот неугомонный пушистый комочек жил со своей мамой, мудрой и невероятно доброй собакой по имени Герда, во дворе уютного частного дома. Герда была немецкой овчаркой с печальными, но понимающими глазами. Она знала каждый уголок этого двора, каждую щель в заборе и каждую кошку, осмелившуюся пройти по верхушке ограды. Своего сына она любила без памяти, хотя его бесконечная энергия порой утомляла даже ее, закаленную жизнью собаку. Утро того дня начиналось совершенно обыкновенно. Солнце лениво поднималось над горизонтом, окрашивая яблони в саду в золотистые тона. Воздух был наполнен ароматами свежескошенной травы и утренней росы. Бублик, только что проснувшись и пару раз кувыркнувшись в своей корзинке, выскочил на крыльцо в поисках приключений. Пока Герда дремала в тени старой яблони, Бублик обследовал территорию. Его внимание привлек странный предмет на крыльце. Это была большая стеклянная банка, которую хозяйка дома выставила проветриться. Еще вчера в этой банке томился густой ароматный гречишный мед, а сегодня она стояла пустая, но все еще хранившая на своих стенках сладкие янтарные капли. Банка сверкала на солнце, пуская озорных зайчиков по деревянным доскам крыльца. Для Бублика это был не просто кусок стекла, это был магический артефакт, таящий в себе невероятные запахи. Он подошел поближе, смешно морща нос. Запах меда дурманил его неокрепший разум. Что там внутри? Казалось, спрашивали его навостренные ушки. Сначала он просто лизнул край горлышка. Вкусно. Но самые аппетитные потеки меда виднелись там, на самом дне. Бублик, недолго думая, решил, что его голова идеально подходит по размеру к отверстию. Он просунул мордочку, узко, но проходит. Затем, вдохновленный первым успехом, он поднажал лапами. Уши сложились, голова проскользнула внутрь, и в следующую секунду, под действием силы тяжести и собственного азарта, щенок буквально всосался внутрь банки целиком. Мир мгновенно изменился. Теперь Бублик не смотрел на банку. Он сам стал ее содержимым. Прозрачные стены искажали реальность. Двор казался странным, растянутым, а мама Герда под яблоней выглядела как огромное размытое пятно. Первые несколько секунд Бублику казалось, что это такая новая, захватывающая игра. Он попытался развернуться, но банка была слишком узкой. Он попробовал попятиться назад, но гладкое стекло не давало никакой опоры его маленьким коготкам. Лапы просто скользили по поверхности, не позволяя оттолкнуться. Радость сменилась недоумением, а затем нарастающим страхом. Воздух внутри стал теплым и тяжелым, а запах меда, который только что казался божественным,
теперь душил. Малыш начал жалобно скулить. Его тонкий, надрывный писк эхом отражался от стеклянных стенок, превращаясь в странный гул, который пугал его еще больше. Герда, чье чутье было настроено на малейший признак тревоги со стороны сына, мгновенно вскинула голову. Она не увидела Бублика там, где он был минуту назад. Вместо этого ее взору предстала поистине странная картина. На крыльце лежала огромная банка, внутри которой, как в каком-то причудливом аквариуме, бился ее испуганный ребенок. Собака в один прыжок оказалась у крыльца. Ее глаза расширились от ужаса и непонимания. Она начала обходить банку кругом, тревожно обнюхивая стекло. Герда не была просто собакой, она была матерью, и в этот момент в ней проснулся древний инстинкт защиты. Сначала она действовала осторожно. Она аккуратно подтолкнула банку носом, надеясь, что Бублик сможет выкатиться сам. Но щенок только сильнее запутался в собственных лапах. Тогда Герда попыталась схватить его за шкирку. Она осторожно просунула зубы в горлышко банки, стараясь не прикусить нежную кожу сына, и потянула на себя. Но стекло — коварный материал. Оно зажимало шерсть и не давало щенку выйти. Бублик заскулил еще громче, и сердце Герды облилось кровью. Она пробовала вытащить его лапой, осторожно скребя по дну банки, затем снова пыталась использовать зубы, но стекло лишь мелодично и зловеще звенело под ее усилиями. Несколько минут собака металась по крыльцу, тихо подвывая от бессилия. Казалось, она вот-вот опустит уши и сдастся перед лицом этой непонятной прозрачной преграды. В это время в окне дома появилось лицо хозяйки. Женщина, привлеченная странным шумом и воем, наблюдала за происходящим с нескрываемым удивлением. Ее первой мыслью было выбежать и разбить банку, но она остановилась. Она увидела в глазах Герды не просто панику, а напряженную работу мысли. Хозяйка решила дать собаке шанс справиться самой. Это был важный момент доверия и проверки их природной связи. Герда замерла. Она тяжело дышала, глядя на Бублика, который уже почти перестал бороться и просто лежал, прижавшись мокрым носом к стеклу. Ее материнское сердце подсказало ей, грубая сила здесь не поможет. Нужна хитрость. Она снова подошла к банке. На этот раз она не пыталась тянуть. Герда начала медленно толкать банку лапой к краю ступеньки крыльца. Банка катилась, Бублик внутри кувыркался, не понимая, что происходит. И вот, когда сосуд оказался в горизонтальном положении, Герда сделала резкое, но выверенное движение. Она сильно толкнула банку в бок. Под действием инерции и правильного угла наклона банка немного качнулась, и в этот момент Бублик, почувствовав свободу маневра, из последних сил дернулся вперед. Масло, точнее остатки скользкого меда, на стенках сработало как смазка. Плюх! С мокрым звуком и радостным визгом Бублик буквально вылетел из горлышка на деревянный настил. Он был весь в меду, в пыли и липкой паутине. Его лапки дрожали, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Но он был свободен. Герда тут же набросилась на него, не с руганью, а с бесконечной нежностью. Она принялась вылизывать его от ушей до кончика хвоста, проверяя, нет ли на нем порезов от стекла
или ушибов. Бублик, все еще пошатываясь, прижался к теплому боку матери, чувствуя себя самым защищенным существом во Вселенной. Эта история, которая могла бы закончиться трагично, стала для маленького щенка самым важным уроком. С того дня Бублик больше никогда не совал свой любопытный нос в подозрительные емкости, будь то банки, коробки или узкие щели в заборе. Он понял, что мир не только интересен, но и полон ловушек. А Герда? Она стала еще более внимательной. Но в ее взгляде появилось нечто новое — гордость. Она знала, что смогла защитить свое дитя, и эта победа укрепила их невидимую связь. Эта трогательная история — не выдумка. Она действительно произошла в одном тихом дворике и в очередной раз доказала старую как мир истину. Материнская любовь способна творить настоящие чудеса. Она дает силы там, где их нет, и дарит мудрость в моменты, когда страх застилает глаза. И неважно, сколько у тебя ног, 2 или 4, сердце матери всегда бьется в унисон с сердцем ее ребенка.